Добрый день, милые мои рукодельницы! С вами снова я, Анна Тюмерова. Сегодня я предлагаю собрать вот такую корзинку с цветами из конфет. Весеннюю, нежную, эффектную корзинку, которую можно подарить по любому поводу. Как ее делать, смотрите в этом видео. Очень надеюсь, что эта композиция вас вдохновит, и вы тоже вместе со мной будете делать такую великолепную композицию своими руками. Вот такие материалы мы готовим для того, чтобы сделать этот букет. И в этот раз букет я буду делать именно в корзинке. Высота моей корзинки 30 сантиметров, глубина корзинки 18,5 и ширина самой корзинки 23,5. Если говорить о высоте по центру, например, 7,5 сантиметров. Вот такую корзинку я беру для изготовления этого букета. Букет я буду делать из вот таких вот цветочков, из крокусов и подснежников. Подснежников нам нужно будет 38 штук, а крокусов 11. Как делать такие цветы, я уже показывала на своем мастер-классе. Ссылочку в правом верхнем углу вы тоже сейчас найдете. И, конечно же, под этим видео. Поэтому, если вы еще не ознакомились с мастер-классом, то переходите, сделайте такие цветочки и собирайте корзинку вместе со мной. И еще для букета я беру веточки. Выбрала веточки березы именно с такими сережками, для того, чтобы была ассоциация именно с весной. Можно сделать букет и без этих веточек, я же все-таки решила сделать именно с ветками. Беру две бумаги зеленого цвета, номер 562 и номер 558. И для декора букета я выбрала вот такую салатовую ленточку шириной 1 см и вот такие бусины. Они у меня прозрачные, под цвет росы, диаметром 6 мм. Мне пригодится вот такая зеленая сизаль. Именно ею я буду и заполнять сегодня букет. Корзину я уже заранее подготовила. Обернула кусок пеноплекса гофрированной бумагой и поставила его вовнутрь корзины. Как подготавливать вот так вот корзинку для букетов из конфет, вы можете мастер-класс посмотреть на моем канале. Там несколько вариантов. Поэтому посмотрите, если вдруг вы еще не знаете. А из инструментов мне сегодня пригодятся термопистолет и ножницы. Первым делом я беру корзинку и вот такую салатовую ленту. Этой лентой мне нужно обернуть ручку самой корзины. Для этого в самом низу, у начала ручки, я наношу капельку термоклея и на эту капельку приклеиваю атласную ленту. И так обклеиваю всю ручку, периодически нанося термоклей. И получается ручка такая более весеннего оттенка, не под дерево. Если вы хотите оставить цвет под дерево, можно оставить и так. Я решила взять салатовый цвет и теперь буду заполнять эту корзинку цветами. В первую очередь заполняю корзинку крокусами. Крокусы распределяю именно по центру. Все 11 цветов аккуратненько распределяю по центру, так, чтобы оставалось между ними расстояние. Самое главное, чтобы цветочки распределились именно по центру. Так как я решила не делать фунтики, а основание мне нужно закрыть, для этого я решила взять вот такую зеленую сизаль, и именно ее я и заполняю промежутки между цветами. Аккуратненько проталкиваю либо ножницами, либо шпажками, как вам хочется, между цветами, и вот так вот размещаю сизаль в самом букете. Стараюсь сделать так, чтобы не было сильно торчащих волосков. Аккуратно приминаю эту сизаль немножко внутрь все. Если есть сильно торчащие волоски, их немножко подрезаю так вот ножницами, так их проще будет убрать. Кстати, сюда подойдет не только такая ярко-зеленая, можно взять и более бледную, потому что весной трава еще не вышла прям такая яркая-яркая, выходят первые цветочки, крокусы, да, и еще есть эффект такой старой прошлогодней травы, поэтому сюда можно взять и другого цвета сизаль. Следующим этапом я вытаскиваю каждый цветочек, по низу наношу термоклей и фиксирую обратно. Таким образом у нас зафиксируется и сама сизаль, и цветы в этом букете. Теперь, после того, как я закрепила крокусы по центру и сделала травку, мне нужно все подснежники, которые я заготовила, распределить по краю букета. Не буду вставлять их посередине, все расставлю по краю. Можно сначала расставить, а потом закрепить на термопистолет. Тут как вы хотите, а можно сразу фиксировать. Я сначала расставляю для того, чтобы точно понимать, где у меня будут находиться цветочки, для того, чтобы я могла, если что, подвинуть их немножко, а потом уже буду крепить на клей. Длина стеблей у цветочков, именно у подснежников, примерно 10 сантиметров. Не стараюсь их ставить тоже слишком плотно, пусть между ними будет расстояние. Так букет будет смотреться и эффектнее, и будет помещаться еще те листочки, которые мы туда планируем вставить. Можно собирать данную корзинку абсолютно как вам нравится. Главное, чтобы вам это было по душе,
чтобы сам процесс вам тоже доставлял удовольствие, чтобы вам это все нравилось. Я же вам показываю один из вариантов, как это делаю именно я. Вы можете немножко переделать и сделать на свой вкус. В любом случае, сочетание вот таких крокусов и подснежников — это изумительное сочетание и по оттенкам, и по самим цветочкам. И букет получается именно весенний. Часть цветочков, которые у нас находятся по внешнему краю, можно немножко загнуть вот так вот наружу. Так букет будет более объемный, более воздушный. Я заполнила корзинку все цветами, осталось ее задекорировать. И, конечно же, каждый цветочек закрепить на термопистолет. Капаю на ножку немножко капельку клея и вставляю его обратно в основу. И так цветочки не будут вылетать и будут хорошо держаться именно в том месте и в том положении, в котором нам нужно. Следующим этапом я вырезаю множество листочков из гофрированной бумаги болотного цвета и салатового. Высота листочков примерно 9-10 сантиметров. Ширина может быть разная. Делаем такие листочки. Множество раз показывала, как я их вырезаю, поэтому сразу приступаем к декору этими листьями. Выбрала листья двух оттенков специально для того, чтобы за счет игры оттенков букет смотрелся более эффектно. Стараюсь их приклеивать к тем стеблям, которые есть, или к самим лепесточкам цветов. Лучше, конечно, к стеблям. В разброс в разных местах разные листочки. Если не получается приклеивать листочки к стеблю, то приклеиваем либо к самим лепесточкам, или к той сизалии, которая у нас зафиксирована за счет цветов, к основе. Вот такой роскошный букет уже получился. Теперь я беру веточки березы, отрезаю их на определенной длине, и мне их нужно расставить между цветами крокусами. Для начала я расставлю их так на глаз, для того, чтобы понять, где они у меня будут стоять, а потом зафиксирую их также на термоклей. Делаю их разной длины, не обязательно все одной длины должны быть, но так, чтобы это было красиво. И сразу за счет этих веток у нас букет становится более весенний, и такое ощущение, что цветы растут прямо на лесной поляне. Теперь беру цветочек, в самый низ наношу термоклей и креплю его прямо к основанию. За счет этого ветка уже будет хорошо держаться. Можно закрепить к листочкам, но за основание лучше зацепить тоже. Получилась веточка длинная, немножко ее укорочу, сделаю покороче. Вместо веток березы, если вы делаете букет на вербное воскресенье, например, да, или на Пасху, то можно вместо этих веток березы поставить ветки вербы. Тоже будет очень красиво и эффектно. Веточки я расставляю только среди крокусов. На подснежники не буду выходить. И вот так у нас получается. Букетик уже по-весеннему красивый. Осталось всего лишь задекорировать его бусинами. Беру бусины и приклеиваю их к листочкам, которые я распределила по букету. Создадим множество имитаций капель красы.
И вот такой нежный, красивый, сочный, яркий он у нас получился. Очень надеюсь, что я вдохновила вас на создание такого роскошного букета. Обязательно делайте его вместе со мной, приглашайте подруг и вместе с подругами творите, создавайте красивые букеты своими руками. Я же на этот раз с вами прощаюсь. Встретимся в следующих мастер-классах. Если вам понравился этот мастер-класс, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями и до скорой встречи. С вами была Анна Тюмерова. Всем пока-пока!